Всем привет! В этом видео я расскажу, что такое увидеть Надаля вживую и подведу какой-то короткий итог его выступлений. Мое мнение не поменялось, но кое-что изменилось, когда я увидел его вживую. Я попробую рассказать обо всем по порядку. Поехали! Первое, с чего я начну, это мои эмоции. Я запишу отдельное видео, когда увижу всю Big Free. У меня была такая мечта, я ее осуществил, я увидел Надаля вживую. Да, наверное, не в лучшей своей форме сейчас, но тем не менее я это сделал. Это было неимоверно эмоционально для меня. Я за очень многими вещами наблюдал на этом турнире, но самое главное, я успел его увидеть на корте в действии. Это было неимоверно, это было вот тут. Эмоции переполняли, и на самом матче я волновался, как будто играл мой ученик. Это было неимоверно. Теперь попробую рассказать немножко о других вещах. Первое, что очень бросилось в глаза, медленно. Надаль играет медленно, присутствует такой характерный звук, цак. Те, кто крутили мяч, знают, он достаточно громкий. Во второй игре было срывов много с ребра, то есть мяч вылетал, я не знаю, как от бейсбольной биты на хумране. То есть понятно, что сила вкладывается огромная в это вращение, но опять же, я повторюсь, это система раскрутки. То есть человек раскручивает вверх для того, чтобы снизить контроль, чтобы снижали контроль в раскрутке и не могли войти на подъеме прижать, для того, чтобы забегать потом самому и прижимать мяч. Но прижимает он очень мало, забегает не так много, как хотелось бы. Сам в мяч не идет, и зачастую раскрутка настолько медленная даже для первого игрока. Берг, по-моему, его звали, бельгиец, что Берг сам входил и прижимал мяч сверху вниз. Это очень бросалось в глаза, то есть Надаль играет медленно, просто медленно, даже когда сидишь очень близко. Что-то получалось у Надаля доигрывать после раскрутки, да. Что он изменил в тактике? Он раскручивал вверх, эта тактика не получалась, и Берг заходил и прижимал. По счету это было чуть по-другому, я потом это расскажу, но что изменил Надаль для того, чтобы выиграть, он начал давать эту раскрутку в бок. Он сместил тактику, и раскрутка перестала идти вверх, она стала идти в косую. И Берг тянул этот косой слева резаком, и вот на левом резе Надаль уже забегал под клюшку и строил розыгрыши. Именно за счет этого он поменял игру тактически. Были еще моменты со стороны трибун, я тоже о них расскажу. Но именно этот факт тактически он изменил в своей игре для того, чтобы достигнуть победы в первом круге. Ритуалы Надаля. То, что я никогда не видел, потому что я не смотрел матчи вживую. Камера обычно уезжает куда-то, когда заканчивается розыгрыш, но это можно чокнуться. Это можно чокнуться. То есть человек по окончании розыгрыша на своей подаче должен протереть линию ногой, поправить попу, протереть голову, поправить плечи и поправить еще шорты. И обязательно еще постучать 2 раза ракеткой об пол. Какие-то ритуалы более длинных розыгрышей сопровождаются еще походом к полотенцу. То есть, в принципе, ни на одном другом матче у меня не получалось, чтобы игрок подал первую подачу мимо, и у меня хватало времени удалить видео и поставить заново на запись. То есть, даже когда он не попадает в первую подачу, практически всегда он делает раз, два, плечи, попа и постучать. Между первыми и вторыми подачей не так часто стучит, но этот ритуал присутствует все время. Он не наступает вообще на линии, когда заканчивается розыгрыш. Он ходит через линию. Когда заканчивается гейм, это тоже такой ритуал, который нам показывали на курсах, он как бы заканчивает какой-то этап, где бы он ни закончил, он должен вернуться на центр задней линии, на центре задней линии переступить линию и только после этого пойти на переход. Если он идет на переход, он доходит до перехода буквой Г, он доходит ровно до скамейки и только возле скамейки поворачивает, переступая все линии. Все, что касается между розыгрышами вне игры, Надаль не наступает на линию на корт. Когда он выходит на корт, он переступает линии, когда его представляют. Когда он уходит с корта, он переступает линии. Ни один шаг его не ложится на линию во время между розыгрышами, если он не играет. То есть наступление Надаля ногой на линию — это только во время игры. Можете это увидеть. В принципе, я не заметил ни одного наступления на линию между розыгрышами. Это можно сойти просто с ума от такого контроля, от такой дисциплины, но тем не менее он это делает и делает 20 лет. Я надеюсь, что это присутствует только на корте, потому что если такая системность и цикличность присутствует во всех остальных вещах, я вообще не понимаю, как человек живет. Это то, что просто прям удивило, и я это снимал, попробую какие-то видео вмонтировать, чтобы они были в ролике.
Вернусь к системе раскрутки, да, которая, в принципе, была максимально показана Лешечкой, насколько она неэффективна Надалем, да, сегодня, что он раскручивает вверх. Если раньше это была как провокация, да, что он где-то раскручивал вверх и втягивал человека в атаку на каком-то мяче, и при этом с чужой атаки уже разгонял мяч с большей скорости, которую давали, то сегодня эта раскрутка, она просто медленнее, и нету тех ног, которые могут после раскрутки перекрывать корт. То есть ему прижимают, он где-то добегает, очень редко обводит прям красиво, как раньше. Иногда, да, делает просто какие-то неудобные мячи для игрока, который идет к сетке вперед доигрывать, и вынуждает ошибаться. Но огромное количество мячей также проигрывается Надалем. То есть система раскрутки, я не вижу, что его ноги сегодня тянут играть в эту систему раскрутки. Но опять же, я повторяюсь уже, я говорил в прошлых видео, никакой другой системы он не знает, он продолжает в нее играть. Но эффективность этой системы очень невысокая, и даже игрок, который был в первом круге, да, это игрок за соткой, квалифайер, даже у него получилось взять сет у Надаля. Провалы Надаля касательно счета. Это вообще для меня было открытием на этом турнире, не знаю, потому что я вживую прям смотрел матч совсем внимательно. Я говорил в своем первом впечатлении об игре Надаля. Надаль течет от счета. Какая-то череда ошибок, 3-4 ошибки подряд просто ломают его. То есть если раньше для того, чтобы представить, что какой-то человек даже сенсационно обыграет Надаля, как, наверное, одно из самых таких сенсационных поражений Надаля за всю его историю, это Содерлингу, да, на Ролан-Гарросе. Кто помнит этот матч и уровень игры, который показал Содерлинг, это было что-то запредельное. И, наверное, не так мало таких матчей. Тот же Дастин Браун когда-то обыграл Надаля, да, на траве. Этот феноменальный матч. Лукаш Россел обыграл его на Уимблдоне. Но это был момент, когда эти люди показывали сверхтеннис на протяжении всей игры. Надаль не падал от счета игрой вниз. Здесь Надаль проваливается, да, он сделал даже брейк вот в первом сете, вел с брейком 3-1, потерял свою подачу, допустил какие-то ошибки, двойную, где-то там улетел мяч, причем самостоятельно. И просто он сыпется. Счет меняется, и счет его ломает. И он проваливается очень глубоко подряд. То есть отрезок с 3-1 в первом сете вел Надаль. Он проиграл, по сути дела, 5-1. Потому что первый сет закончился 6-4, и Надаль его проиграл. Укороченные Надаля, которых стало много, это выглядело вживую просто как непонимание, как же все-таки спровоцировать человека к концу розыгрыша, и он кидал, чтобы те выходили вперед, но укороченные зачастую были и неподготовленными, и обводки после них не следовало. То есть их много, они есть выигранные, но они не выглядят как тактическая схема, они выглядят как подведение к концу розыгрыша, потому что он не может играть длинный розыгрыш. Это выглядело именно так. Естественно, и успешные укороченные были, но со стороны выглядело так, и с телевизора мне это казалось, потому что я видел больше успешных укороченных где-то с хайлайтсов, а здесь я видел количество невынужденных укороченных, проигранных мячей с них, и это выглядело по-другому. Надаль и трибуны. Это надо видеть вживую. Как его любят, да. Монтирую видео его прощания с Римом, да, где это кто-то написал, что это сборная Аргентины выиграла чемпионат по футболу. Это фанатение людей, это сумасшествие людей по Надалю. И вы знаете, что Надаль ложит полотенце, как игроки ложат часто очень близко к трибунам, которые находятся сзади. Я не знаю, как он выдерживает это напряжение, но количество дебилов, просто дебилов. Когда человек проигрывает мяч или выигрывает мяч, он идет со своим полотенцем, и идиоты, которые высовываются с камерой, чтобы сфоткать себя с Надалем, говорят: Рафа, Рафа, чтобы он повернулся на них и поймать себя, свою рожу. И вот эти вот люди высовываются, у них при высовывании торчит пол жопы, ягодицы торчат. Рафа, Рафа, Рафа. Как будто какая-то обезьянка редкого вида, и люди хотят с ней сфотографироваться, что я был вот с этим животным рядом, вот. И я понимаю, что он в этом находится. Как он это сдерживает, да? Те же придурки, которые он настраивается, стучит, готов подбрасывать. Вамос, Рафа! И он просто поворачивает, por favor. Ну, это по-испански, пожалуйста. Ну, мне хотелось угадать там типа одного, у меня есть он там в кадре, просто чтобы он унялся. Он включал себя, я по-итальянски не понимал, но и вот я сижу на корте, и вот Рафаэль Надаль, Рафа, это Атас.
это атас. И люди высовываются, я не знаю, какая у них этика, не только теннисная, просто человеческая. Это была отвратительная часть трибун, которую я увидел. Вторая часть о трибунах, это как поддерживают Надаля. Надаля вытягивают. На любой мяч, который он забивает, нормальный стадион встает, взрывается, прям эмоционально хлопает, оле, оле. Его тянут. И он ест эти эмоции. И первый матч во многом был вытянут именно трибунами. Да, он поменял тактику, о которой я сказал, но именно трибуны вытягивали его. И вот эта вот сверхподдержка на любой мяч очень помогала, мне кажется, эмоционально ему выкарабкиваться. В отдельных моментах мне казалось, что люди стесняются даже хлопать оппоненту Надаля. Что даже классный мяч играл человек, и я хлопал в одиночестве. Да, я фанат Надаля, но я смотрю на теннис, если мяч сыгран красиво, почему нет? Почему не похлопать? Но когда Хуркач уже просто переигрывал Надаля вчистую, я сидел в ряду, в котором не хлопал никто. И просто одинокие аплодисменты на теннис, мне кажется, это перебор. Да, поддержка Надаля, любовь, фанатение, все понятно, но мне казалось, что это перебор с точки зрения поддержки, любви и абсолютного обесценивания тенниса как такового. Надаль и взятие автографа. У меня есть истории, да, я их монтирую в другое видео. Я как-то пытался взять автограф у Федерера и попытался взять здесь. Закончился первый матч и начался идти дождь. У Надаля брали интервью под зонтиком после матчевого, то есть он постоял, выстроилась неимоверная череда людей. Из опыта, который я увидел, да, опять же, я думаю, люди его знают, самая большая вероятность взять автограф — это садиться за спиной игроков. То есть где сидят игроки, да, вы покупаете билеты за ними. То есть здесь выстроилась вереница людей, этих людей, наверное, было человек 50 или 100, и что-то он там поподписывал, но, естественно, дождь усиливался, он был под зонтом, но, тем не менее, он что-то подписал, какое-то количество автографов раздал. Мы стояли, уже шел просто проливной дождь, естественно, он пробежал, но это мой такой очередной опыт. Ну, это практически невозможно сделать, или надо просто сходить с ума, тратить на это какое-то безумное количество времени, просто искать его там по самой базе, где он там выйдет или заезжает, когда на корт, чтобы выхватить этот автограф. Или надо быть маленьким ребенком, чтобы тебя пустили без очереди, и ты что-то подпишешь. В принципе, такая как бы цель была, но, опять же, даже в проливной дождь это было неимоверно сложно сделать. То есть касательно автографа, это тоже неимоверно сложно, и опять же, вот это вот сумасшествие, фанатение людей, мне кажется, это перебор, тратить такое количество времени и сил на получение автографа. Ну, хотелось сделать, но я это не сделал, но какой-то тоже опыт из этого вынес, потому что я когда-то тоже хотел получить автограф у Федерера и видел, насколько это тяжело и до чего это доходит. Такое, что запомнилось прям больше всего, это падение Надаля в первой игре. Да, человек постарел, но уровень координации, как он сгруппировался, встал на ноги. Это видео, я думаю, облетело интернет, многие его видели, но мне тоже захочется его сюда, наверное, монтировать, просто показать. Я офигел. Там где-то есть видео с моей какой-то эмоцией, которую я записал сразу после того, как это случилось. К сожалению, этот мяч мне заснять не получилось. Это было невероятно, и опять же, для людей, которые там где-то подскальзываются, да, и могут там не бороться. Тут человек упал, сгруппировался, перевернулся, встал, доиграл мяч, еще после этого укоротил. Просто показать детям, да, насколько он боец и насколько можно доигрывать мячи в различных ситуациях, которые кажутся уже проигранными безнадежно. Это удивило очень сильно. Из того, что я не видел по телевизору, это подача Надаля, да, то есть Надаль подает 195-197 километров, то есть все его подачи под 200. Он очень много подает подач за 190, и, в принципе, подача у него даже не среднестатистическая, выше среднестатистической. Но проблема в том, что она не эйсовая, она не дает очков, и она дает только розыгрыши. И опять же, в розыгрышах надо работать. То есть эта подача где-то облегчает вход в розыгрыш, но она не дает очки. Но не знаю, была ли раньше у Надаля такая подача, честно говоря, я не думал, что он подает 190 и выше стабильно. Здесь я это увидел. Его первая подача 190, 195, 197. Да, не сравнить с Хуркачем, но я вернусь к этой игре, но тем не менее подача очень не слабая. Касательно падения, которое было у Надаля, да, это было не единственное падение, он падал еще с Хуркачем во второй игре. Не знаю, это качество корта или что-то с перемещением у Надаля. Ну, в принципе, я видел и других игроков, которые падали, но я, честно, не помню Надаль, чтобы он падал в каждой игре. Здесь я видел 2 игры, и в 2 он упал. Уважение игроков просто запредельное. Когда падает Надаль, да, он поднимается, он там, естественно, не девочка, он не плачет, ничего. Он пытается вытереться. Игроки стоят у сетки, ждут его реакции, показывают, все нормально,
и прям дожидаются. Надаль очень долго может не поворачиваться, заниматься обтиранием, но они ждут его реакции, и он показывает окей, и только после этого отходит. Потом игроки начинают подачу или прием, еще раз смотрят ему в лицо, еще раз показывают все окей, типа сори. И Надаль показывает да окей. То есть уважение игроков запредельное. Игра с Хуркачем по сравнению с первой игрой с Бергом, очень уверенный старт, Надаль начал хорошо, казалось, что это какой-то такой уровень, да, что человек прям набрал, он сыграл очень крутые 2 гейма, в первом гейме максимально хотел прижать Хуркача, было 0.30 в этом гейме, было 4 или 3 брейкпоинта, были красивые розыгрыши, он забегал, он тянул, он двигался, гейм длился 13 минут, Хуркач подал, по-моему, 3 эйса. Хуркача подача всегда, когда было надо, было 225 и выше, а местами выше, чем 235. То есть она была 237, 232, 220. И опять же, Надаль выпахивал розыгрыш, а Хуркач забирал. Из моего опыта я видел игры с такими длинными геймами по 13 минут. Я знаю, что после таких длинных геймов наступает слом, и это не длится долго. Еще был один гейм, да, в котором было 7 минут, то есть 2 гейма заняло 28 минут, 21 минуту. Счет стал 1-1. И третий гейм уже был легче, это была подача Хуркача, но были еще надежды, что подача Надаля тоже станет легче, и вот сейчас завяжется борьба. И подача Надаля уходит, и понятно, что это был всего лишь отрезок в 2 гейма. И дальше то, что я говорил, валится счет и валится Надаль. То есть просто стоит такая гробовая тишина на стадионе, Хуркачу не хлопают, и ошибка, 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 ошибка. То есть Надаль подвластен счету и подвластен сильно. Счет его ломается. Не был прям таким наблюдателем, как сейчас за игрой Надаля в возрасте, но опять же повторюсь, я не помню Рафу, у которого падал уровень игры от счета, который менялся. Здесь это происходит. Он, не знаю, расстраивается, не может как-то себя контролировать, что-то происходит. И это происходит очень быстро. Со счета 2-1 счет стал 6-1, да? Все это знают. И игры не было совсем. И игра второго сета, она тоже была вдогонку. То есть там, по-моему, сразу уже было все понятно. Доигровка с лета Надаля. Вот эти вот даже его выходы, да, из защиты в контратаку и в атаку последующие, они очень часто требуют дополнительный удар. То есть если в 22 году мне казалось, насколько Надаль подтянул игру с лета, да, что вот он выходит из защиты в атаку, сближается, дается мяч с лета, и с лета он играет на исполнении. Он мастерски заканчивает, прям он выходит, и у него удар такой высокого исполнительского мастерства. Он ложит мяч. Нету этого. Он выходит, он делает какой-то удар с лета, и в большинстве случаев требуется еще и смеш. Но причем удар с лета для уровня Надаля был такой, которым надо было закончить. Он не заканчивает розыгрыш, получает еще какую-то свечку, да, в отдельных случаях. Ему надо бить смеш, местами непростой. Смеш он не ошибался. Но часто там, где он не заканчивает, и это совсем грубо, его просто обводят. То есть частота удара с лета тоже была на достаточно низком уровне, опять же, касательно уровня Надаля. Last Dance Надаля в Риме. Надаль выиграл Рим 10 раз. Не было никакого прощания а-ля Мадрида, никаких фильмов, как он выигрывал Рим в прошлые годы. И мне бросилось в глаза, что Надаль хотел убежать с корта. Он очень быстро собрал сумку, и вот он шел таким шагом, опять же, переступая линии, все было сохранено. Он очень быстро, он бежал с корта. И если бы не диктор, который сказал: «Рафаэль, Надаль!» И трибуны просто встали с гулом, стоя. И поднялся шквал оваций, и люди аплодировали стоя. И Надаль сбросил шаг, поднял руку и обернулся. Но мое впечатление такое, я вчера впервые задумался, что делает Надаль по тому шагу, который я видел с корта. Это был шаг, наверное, в раздевалке поменялись только носки, майка, кинулись вещи. Вот это вот его выход на аллею, да, где стояла куча людей, официальная часть, он, наверное, не мог все-таки повернуться по-хамски к болельщикам. Прямиком в отель, ни ужина, ни обеда, уже по телефону менеджер заказывает чартер и домой. Просто домой. Просто к семье, просто с кортов, просто куда-то. Это выглядело для меня так, я не знаю, но мне кажется, что матч закончился в час, и в часов 5-6 он уже был дома в Майорке. Вот такой вид ухода был просто
Опять же, очень уважительно Хуркач и обыгрывал где-то, стесняясь. И там я вот тоже сделал скриншот сегодня, я добавлю видео, что он написал там по поводу игры против своего кумира, как это было для него. Это выглядело вот так. Но опять же, это была первая игра Надаля против игрока топ-10. Что она показала? Разницу. Огромную разницу между игроками топ-10 и Надалем. Это разница пропасть. Это разница даже не на быстром покрытии. Это разница на любимом покрытии Надаля на грунте. То есть на быстром, мне кажется, при сегодняшних возможностях физических Надаля разница была даже больше. Я не говорю даже про игроков топ-5 или Big Free, там новые, там Алькараса, Синера, насколько эта разница Джоковича была бы больше, если бы он сыграл с ними. Это то, что тоже мне сильно бросилось в глаза. Это было мое мнение по поводу выступления Надаля в Риме. Я скажу честно, я не буду больше записывать видео о выступлениях Надаля, потому что мне все понятно. Мне непонятен только один вопрос. Я повторяюсь, зачем он это делает? Какая цель в тур, так как он хочет, пускай у него получится вернуться, но я пока не вижу шансов вернуться в той ипостаси, в которой был Надаль, в ту плоскость, где он хочет себя видеть. Непонятен только этот вопрос, доставляет ли ему это удовольствие, зачем он это делает, но пусть он попробует меня разуверить в очередной раз. Также хочу сказать, что подписывайтесь в Telegram, у нас есть канал, там у нас находятся онлайн-консультации, если вам нужна какая-то помощь, какой-то совет, связывайтесь с нами. Если вам просто нравится то, что мы делаем, например, это видео я записываю, не спав 40 часов, я не знаю, под эмоциями я нахожусь или под чем. Я прилетел утром, и я понимаю, что мне хочется сделать это видео, потому что вот как-то бурлит у меня внутри именно от того, что я увидел, мне хочется с вами этим поделиться. Как вчера сказал мой знакомый, он сказал: прикинь, мы пережили эпоху одного теннисиста, которая началась, когда мы были такие же, как он, и закончилась, когда он уже не может бежать. Никто не властен перед временем. И сегодняшнее выступление Надаля, к сожалению, ярчайший тому пример. И старость на теннисном корте — это, наверное, такое же убожество, как и вот это вот страдание Надаля с ракеткой, но, наверное, гораздо красивее, чем старость на теннисном корте во многом моменте. Но когда-то я сниму видео именно по временности и своевременности ухода, какое оно должно быть. Отовсюду. С профтенниса, с тренерства, с каких-то других вещей. Все надо делать вовремя. Надаль, мне кажется, свой момент упустил. Пока, не старейте на корте.